Мне всегда нравилась мысль о том, что именно после этой короткометражки у Кубрика появились деньги на его первый полнометражный авторский проект. Ведь по сути «Моряки» — это 20-минутная реклама профсоюзной организации рабочих порта. А все мы знаем, что денежки профсоюзов — это всегда грязь, мафия, подкуп и шантаж. Вписаться в такое сейчас означало подписать себе смертный приговор и обречь себя на всеобщее осуждение общественности. Навальный бы сделал расследование, пролетая на квадрокоптере над квартирами и поместьями Кубрика. Бэдкомедиан бы выпустил очередной унылый обзор на 2 часа, разоблачающий грязные криминальные доходы режиссера. Мы лишь знаем, что сам Кубрик не любил распространяться о своих начальных работах и вообще характер имел достаточно скрытный и таинственный. Поэтому нам остается только строить конспирологические теории и кайфовать от этого. В Америке, особенно в 50-е годы 20 века, профсоюзные движения достигли своего пика. Тогда почти 40% всех трудоустроенных входили в какой-либо профсоюз. На бумаге, да тащим-то как в короткометражке Кубрика, вступление в профсоюз звучит очень выгодно и радужно. Да что там, даже я захотел вступить в профсоюз моряков после этой картины. Но в реальности все было не совсем так. И раз уж мы здесь собрались, давайте разберем, а стоит ли вступать в подобную организацию? И не зашкварно ли снимать фильмы, которые продают людям то, что им не нужно, или продают не то, что на коробке? На примере фильма 1953 года «Моряки» мы это и выясним. Представьте себя рабочим в американском порту в конце 40-х, начале 50-х годов. Вы суровый мужчина средних лет в засаленном свитере и с бородой. Каждый день вы приходите в порт и стоите в толпе таких же рабочих, как вы. Выходит начальник смены и отбирает 50 человек на разгрузку очередного судна, прибывшего в порт. Вас отбирают в числе 49 других счастливчиков, оказавшихся в удачном месте в толпе. Остальные с грустным видом расходятся. Кто по домам, кто пьянствует в местный бар. Вы работаете, пока на судне не закончатся ящики. Один из 50 коллег получает травму и больше не может работать с вами. Ему платят половину и отправляют домой. Разгрузка завершена. Вы потратили на это весь день, работодатель выплачивает вам вашу ставку. Скажем, $50. Все расходятся, похлопывая друг друга по плечам. Вы получили ни много ни мало, ровно столько, сколько нужно, чтобы прийти сюда еще в следующий раз. Теперь профсоюзная схема. Ты все тот же суровый мужчина средних лет с бородой и свитером. Просыпаешься, шагаешь на работу под звуки оголтелых чаек, но в этот раз ты уже не стоишь и не ждешь, пока он тебя покажет пальцем ответственный по погрузкам, а просто подходишь к профсоюзному лидеру. У него на руках списки служащих и графики всех работ. Твое имя записывают на какую-то поставку в середине дня. Все время ожидания разгрузки ты с работягами рубишься в бильярд и шашки в специальной комнате профсоюза или сидишь в кресле, читаешь сегодняшнюю газету. Приходит время поработать. Вы с мужиками отправляетесь. Разгрузка занимает максимум 8 часов. Потом вас в соответствии с графиком меняет другая свежая группа, а недотепа, получивший травму, получает пособие на время болезни. Ты выходишь с работы, получив зарплату у профсоюзного лидера за вычетом отчислений в твой пенсионный фонд. В итоге, получив $38, ты идешь домой с чувством выполненного долга и с уверенностью в завтрашнем дне. Но это, конечно, грубая интерпретация концепции. И тут я не упомянул многое еще. Например, что позже профсоюзы стали политизироваться, и вам нужно было всем цехам голосовать за Никсона. И вообще, думать становилось не нужно. За тебя подумает профсоюз рабочих, ты в надежных руках. Главное продолжать до 60 лет вставать по утрам и приходить в порт. Как вы понимаете, эта схема с профсоюзами была во всех странах. В СССР даже был Всесоюзный Центральный Совет профсоюзов. Это такой мегатрансформер из маленьких. Фильм Кубрика «Моряки» не говорит о минусах вступления в профсоюз, но с точки зрения продажи идеи он просто идеально справляется с задачей. Каждый пункт и преимущество профсоюза возвышается в квадрат, в куб, в бесконечность, не оставляя выбора простому работяге, уставшему тянуть свою лямку. Кубрик показывает счастливых мужичков, деловито общающихся в профсоюзной столовой, графики повышения зарплаты, увеличения пенсий. Но мы-то с вами, ребятки, все эти графики видали, и все эти речи уже слышали. И не раз. Я вообще, если честно, не знаю, зачем я это начал, может, я ебанулся после этого фильма, а может и до. Но вам решать, продал ли вам Кубрик профсоюзный билетик или нет, а после просмотра можете мне рассказать. Автор идеи — сам щит. Текст читала Хижина П.